Абсолютно случайно я захотел узнать, можно ли оформить систему Drag and Drop в Godot. И, к своему удивлению, можно. Необходимый в этом видео сигнал находится в классе Scene 3 третьей версии Godot и в классе Window 4 версии Godot Engine. Данный сигнал генерируется при перетаскивании файлов из файлового менеджера операционной системы в окно игры. Аргументами являются список путей к файлам и идентификатор экрана, на котором произошло перетаскивание. Для четвертой версии еще имеется ремарка, что данный метод работает только с родными окнами, то есть с главным окном и производными от него узлами Window, если в главном окне Viewport GUI Embed Subwindows отключен. На самом деле, достаточно небольшого примера, чтобы опробовать данный сигнал. Для начала познакомимся с сигналом через третью версию Godot. Для этого нам надо сначала создать какую-либо тестовую сцену. Назовем ее тест. Сохраним ее как тест. Дальше нам надо добавить лейбл. Растянуть его на весь экран желательно, чтобы мы видели результат. И заранее скажу, в третьей версии Godot, кто-то может быть не знает, отсутствует кириллица в стандартном шрифте. Для сегодняшнего видео я буду использовать такой шрифт. Называется PressStart. Да, PressStart 2P. Создадим сам скрипт, чтобы мы могли уже взаимодействовать с этим сигналом. Ну, а перед этим мы через зажатый Ctrl перенесем лейбл. Чтобы вызвать этот сигнал, обратиться к этому сигналу, нам надо использовать метод get3 connect и найти вот он сигнал. Найти сигнал files dropped. Далее мы должны указать, где этот сигнал появится, указать себя, self, и написать метод, ну, например, пускай будет drop signal. Пока этого метода еще нету, но мы его сейчас добавим. Что у нас там этот сигнал принимает? Давайте мы зайдем в документацию. Сцена 3. Мы спускаемся, сигналы. Находим сигнал files dropped. Он показывает вам файлы, пути к файлам в виде массива по string array и номер экрана. Скорее всего, там от нуля будет идти 0, 1, 2, 3. Правда, вот вопрос возникает, а зачем указывать еще экран, где это было сделано? Но как раз таки в четвертой версии Godot этого screen_int вообще не существует. Он просто вам отдает список файлов. Давайте также напишем files по string array через двоеточие. И давайте, например, сделаем такой функционал, что мы будем перетаскивать всего лишь один файл, и он его будет уже смотреть. Делаем такую проверку. Из files size, то есть количество элементов массива меньше 2, то var файл, объявляем переменную файл, создаем класс файл, дальше делаем проверку, если файл open files, если такой файл существует, его можно прочитать потом еще. И обязательно окей, иначе у вас мало что там выйдет. То обращаемся к переменной, но не обязательно текст, файл get as text. Мы будем вытаскивать текст из файла, который будет у нас в нулевом индексе массива. Обращаемся к label, к тексту нашему на экране, в свойство текст и кидаем туда сам текст. Все, больше в принципе ничего не надо делать. Мы все сделали, указали данный сигнал, не указали, кстати, экран, screen int. Теперь мы должны проверить это. После запуска сцены мы пробуем что-то перекинуть. Допустим, проект.godot давай. Вот он. Взял его и вам вывел на экран. Вот этот вывел на экран, вот этот вывел на экран. Картинку, естественно, он не покажет вам, потому что, ну, вообще-то это файл как бы не текстовый, да? Давайте попробуем создать текстовый файл. Я вам хочу показать пример, что Godot умеет считывать файлы только в кодировке UTF-8. Почему это важно? Пишем что-то непонятное,
Неважно. Ну, в качестве примера, давайте сначала сохраним в кодировке ANSI. Итак, начинаем перетаскивать этот файл. Опа, а что это? А это пусто. А у нас тут появляется Unicode Error, Invalid Skip. Ну, это как раз когда мы пытались картинку перенести, скорее всего. В общем, не распознал он кодировку, и он просит вас UTF-8 указать. Да, вы хорошо говорите. Сохраните как у нас. UTF-8, да, заменить. Вот это перенес. Вот, ваши тексты. Все, мы разобрались. Перейдем, наверное, в 4-ю версию Godot, и я вам покажу, что там происходит. Итак, мы перешли в 4-ю версию Godot. В данной версии движка, в 4-й, нужно писать уже не get3, а getViewport. Поэтому пишем getViewport, connect. Здесь мы внезапно не находим этот сигнал, но мы не отчаиваемся. Пишем files dropped. Все прекрасно будет. Дальше тут синтаксис такой, уже нам подсказывает движок. Мы должны уже писать не self там и метод, а уже какой-то callable. Что такое callable? Представьте, что callable это, например, лямбда какая-нибудь в питоне, вот что-то вроде того. Вот смотрите, вы пишете, определяете даже переменную, это можно в переменную запихнуть. Переменную callable, пишите себя, то есть текущий скрипт узел, пишите какую-то либо функцию, да, потом вы через этот callable указываете ему параметры, которые он должен в эту функцию передать, вызываете эту функцию через call, и, собственно, так можете как-то немножко проще обращаться к методам, которые находятся в других даже скриптах или в других сценах. Вот как-то так даже. Это можно сравнить с funcref, или как он там называется в 3-й версии Godot, который, в принципе, тоже может передавать какие-либо ссылки на функцию, можно туда передавать параметры на функцию, вот что-то вроде того. Я вот как-то попытался это объяснить, не знаю, правильно, нормально я это объяснил, ненормально я это объяснил, но ладно. Мы должны создать эту функцию уже наконец-таки drop signal, указываем files, указываем packet string array, у нас тут немножко другой синтаксис, тут не post-string array, а packet. Мы должны также начать проверку, если количество файлов меньше 2. Мы создаем переменную файл также, но тут уже будет немножко другой синтаксис. Мы сразу пишем файл access, это уже не файл, а файл access у нас. И сразу же обращаемся к методу open и указываем сам путь до первого файла, который есть в массиве. И, соответственно, мы просим прочитать. Можем, например, уже писать label, текст, которого у нас почему-то не сразу показывается, но неважно. Мы также обращаемся к файлу и также пишем метод getAsText. То есть мы немножко тут себе упростили в чем-то, да? Давайте даже попробуем проверить. Переносим какой-либо файл. И вот у нас уже появились какие-то задатки. Это что-то такое, это там непонятно. Вот сам скрипт. Также создаем какой-нибудь текстовый файл для проверки. Начинаем писать какую-то кракозябру на английском, на русском. И сохраняем это сначала в ANSI, чтобы вам показать. Вот. Он показал вам. Что-то показал. В ANSI он сохранил. В ANSI он прочитал. Но кириллица. Куда делась кириллица? ANSI, кажется, не поддерживает кириллицу. Давайте мы UTF-8 сохраним. О, вот теперь появились русские буквы. Кириллица, в общем. Также попробуем сохранить со спецификацией. Также сохранился. Попробуем сохранить UTF-16. Тут, по-моему, даже не важно, в какой там сохранить LE или BE, или как он там называлось. Вот тут вообще все сломалось, потому что ну, еле-еле как прочитала. Ну, давайте не будем мучить уже. Ну, ладно, помучим чуть. BE создадим. Тут вообще буквы перестали показываться. Поэтому запомните, UTF-8, сохраняете, переносите, и у вас все работает, все читается. Теперь мы начинаем что делать. Я хочу вам показать настройку, которая называется GUI Embed Some Windows. Это которая та самая приписка была. Вот наш сигнал Files Drop. Тут есть по скриптум, так называемый. Если создадим
окна какие-то внутри игры, и захотим туда что-то кинуть, то у нас должен быть выключен этот параметр. Добавим окна для начала, да? Пускай они там по центру экрана пляшут, там 300 на... Это зачем я открыл? 300 на 400 пускай будут, ну вообще без разницы на самом деле. Дальше что нам надо сделать? Мы должны, чтобы все это проверить, ну для начала опять создать лейбл, растянуть его, вы тут вряд ли его увидите, потому что я его даже не вижу, но он там, внутри где-то. Перетаскиваем мы эти окна с текстом. Дальше мы заходим в Windows, заходим в Node и находим сигнал Files Dropped. У него тоже есть свой сигнал, потому что как раз таки Windows это и есть Get Viewport, а Get Viewport это главный Windows, то есть главный экран нашей игры, нашей программы, неважно чего. У него тут тоже есть перемена Files, тоже Packet String Array, тоже все есть. Поэтому мы просто берем и копируем весь этот код, заменяем только здесь переменную с label на window label, чтобы именно внутри нашего окна показать текст. Ну и давайте попробуем, да хоть прямо сейчас. Уже все сделали. Нам осталось только вот это открыть, перенести. Опа, а где? А нету. А она вот тут. Вот она. Она здесь. Она не вот здесь, в этом плавающем окошке, а вот здесь показывается. Как раз таки из-за того, что у нас не выключена данная настройка, а она включена по умолчанию. Поэтому заходим в настройки проекта, Display Window, жмем расширенные настройки и ищем данную штучку. Вот она, Sub Windows, Embed Sub Windows. Мы включили встроенные окна внутри игры. Если true, то дополнительные окна будут встроены в главное окно. Мы этого не хотим, мы это выключаем, перезапускаем, запускаем программу и видим, опа, второе окно появилось, ничего себе, как бы. Даже закрыть его нельзя, потому что там метод надо переопределять для этого. Мы кидаем, вот давайте проверим. Мы кидаем сюда файл в главное окно, показалось. Мы кидаем файл в дополнительное окно, оно тоже появляется. Мы кидаем другой файл в дополнительное окно. О, у нас тут разный текст, обалдеть. У нас теперь дополнительное окно не зависит от главного окна, а главное окно имеет приоритет в сигналах. Закрыть его, правда, нельзя, потому что там надо, опять же, говорю, вот как раз сигнал для этого присутствует Close Requested. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставь лайк, подписывайся на канал, пиши комментарии, я их читаю. Ремарка не всегда могу ответить, поэтому если что, то пишите. А с вами был Даниил, всем удачи, мира и спокойствия, всем пока.